доброе утро. У нас 6 утра, и мы с Женей едем в нашу долгожданную поездку. Едем в штат Юта, в красивые места. Будем смотреть разные заповедные зоны. 3 ночи мы будем оставаться постоянно в разных каких-то местах, потому что мы будем следовать нашему маршруту, ну и вот останавливаться по мере того, что мы хотим посмотреть, какую локацию. Планов на самом деле очень много, и отдохнуть, и поснимать. Ну что, наша первая остановка. Остановились зарядить машину, также купить чего-то горячего. Очень холодно на улице. По сравнению даже с ЛА, это небо и земля сейчас около нуля. В 4 минутах Starbucks, заеду, куплю себе горяченького и поедем дальше. Я надеюсь, что днем все-таки будет теплее. Как быстро зарядила, за 15 минут почти полностью зарядилась. Реально только зашли кофе попить, уже сразу можем выезжать. Последний раз в Лас-Вегасе, ну хотя мы были много раз в Лас-Вегасе, просто проездом. Вообще мы на какую-то одну из наших годовщин с Женей ездили сюда именно провести время. Было круто, но на самом деле такой город, что я не могу сказать, что сюда хочется часто приезжать, если вы не тусовщик. То есть достаточно 1-2 раза приехать, и как бы ты все уже посмотрел. Ну, конечно, люди, которые обожают игровые автоматы, клубы, веселье всю ночь, то да, безусловно, они могут хоть каждый выходной сюда приезжать, и им будет всегда интересно. Кстати, на вот том колесе обозрения мы с Женей в прошлый раз катались, когда были в Вегасе. Мы уже 6 или 7 часов едем, я вообще не чувствую, я просто отдыхаю. Это очень круто. Да, автопилот классно. Когда они выпустят обновление по автопилоту, не знаешь, ты говорил вроде скоро. Скоро, да, скоро. Если ты платишь за автопилот, покупаешь его, то с каждым годом твоя машина становится все лучше и лучше, потому что они выпускают обновления, которые улучшают это все. И, ну, не только автопилот, вообще все функции машины. И получается, что Tesla — это единственная машина, которая со временем стоит только лучше. У них улучшается постоянно оптимизация расхода батареи, автопилот и много других фич. Еще год назад она не определяла светофоры. Сейчас вот, когда ты едешь, видно на экране светофора, она сама останавливается, стартует. Можно реально ложиться спать, и она бы тебя довезла. Просто из-за законов ты типа должен ложить руки на руль иногда. Но так она вообще полностью сама могла бы проехать эти 7 часов. Снова она мне говорит, ты можешь перестроиться в более спокойную линию. Ты подтверждаешь, и машина сама перестраивается. Показывает, сколько процентов зарядки будет в следующем месте, где мы остановимся. Мы прям на зарядную станцию приедем, зарядимся полностью и едем в парк. Остановились перекусить, мы уже практически доехали, а сейчас нашли веганское место. Я себе супчик заказала с брокколи, тост, а у Жени какой-то сэндвич веганский. Вкусно? Мы приехали на нашу первую локацию, это дюны. А еще такая была картина забавная, видели мужчину с женщиной. Такого, я бы сказала, в возрасте уже они ехали на машинке, и у них был флаг конфедератов. Женя говорит, они расисты. И Юта, и еще другие штаты. То есть они довольно консервативные, говорит, и вот расизм здесь присутствует. Песочек, он очень-очень мелкий, просто шелковый, мягенький. Здесь, конечно, когда лето, очень жарко. В этом году здесь была вообще аномальная жара, под 50 градусов. Только что видели огромную стаю оленей. Сначала мы увидели одного, такие вау, а потом еще 3, а потом еще 5. Короче, их тут много. Мы сейчас уже подъезжаем к нашему жилищу. Я не знаю, как правильно характеризовать то место, как это называется. В общем, сейчас вы сами все увидите. В этом вагончике дико холодно, и вот Женя не сразу включил хитер, то есть там что-то не получалось, я уже испугалась, потому что я сейчас в пуховике, коротком, но тем не менее, и мне все равно холодно. Жене все-таки удалось включить этот хитер, слава богу, и сейчас я надеюсь, что оно все прогреется. Вот, но экзотично, я скажу вам, ребят, потому что, ну, никогда я не ночевала вот в подобном. Так, у нас 2 хитера, один вот этот, и второй вот в виде камина. А он и Женя. Я решил одеться. Правильно, давно пора было. Но она хоть становится теплее? Ну... Пока я не сильно чувствую, но я надеюсь, что да. Я чувствую, это ночь будет очень экзотично. Да. Твоя полочка. Я думаю, что я буду спать в пуховике. Осталось найти еду,
кофе, и тогда будет все окей. Но здесь выбора не так уж и много на территории этого места, но хоть что-то. Если ребята подумали, что это совсем дикое место, то нет. Действительно, эти фургончики не выглядят очень необычно, самобытно, но тем не менее это просто такая территория для туристов. Здесь много домиков таких деревянных, либо фургончиков можно арендовать на выбор. Также здесь есть бассейн, есть, естественно, душ и так далее. Здесь можно покушать, что сейчас, собственно, мы собираемся сделать. В общем, единственное, что из веганского нам удалось же не достать, это картошку обычную фри, а также жареный батат. Ну, хорошо, хоть был горячий шоколад, а также латте на соевом молоке. Это был максимум, то есть, который более-менее подходил для нас. А так у них вообще нет ничего вегетарианского, увы. И знаете, на самом деле так смешно. Мы с Женей, когда собирались ехать, такие, давай в этот раз что-то более дикое, что-то более экстремальное, никаких комфортных отелей. Приехали сюда, и это не совсем дикое место, то есть оно еще довольно цивильное. И тем не менее, такие, так, меню какое-то не очень, к туалету, там, к душу нужно идти и так далее. Хитер плохо работает. Ну, то есть уже немножко обогрелась, но все равно, то есть я сейчас, чтобы вы понимали, в лосинах, сверху теплые штаны, кофта у меня, потом вот эта кофта, еще плюс вот такой теплый шарф. И мне не тепло, то есть мне все равно прохладно. На самом деле я не жалуюсь, мне очень нравится, это интересный такой экспириенс, но все-таки я сделала вывод, что мы с Женей такие люди, которые предпочитаем более комфортный отдых. Только что хотела выставить сторис, ну и там оно определяет температуру воздуха, да, можно поставить. И оно сейчас мне определило, что здесь -1. Но я не знаю, насколько это реально. Не, очень холодно здесь, прям очень. Но чтобы мороз, что-то я сомневаюсь. Мне кажется, это все-таки ошибка какая-то. Хотя руки у меня мерзнут сейчас. И нос мерзнет. Мое горячее латте. Это так прекрасно, ребят, вы бы знали. В таком холоде выпить. Как тебе впечатление? Прекрасно. Доброе утро. Наша ночь прошла нормально. Это хорошо. Если я с вами разговариваю, значит все отлично, я не замерзла. Под одеяло во всей этой одежде, в принципе, было неплохо. Но я ночью чувствовала, когда, знаете, рука, если там случайно я ее достала из-под одеяла, я чувствую, так, рука мерзнет, нужно прятать обратно. А вообще, в принципе, мы согрелись. Да, к сожалению, нас не предупредили, вот, что хитеры у них так плохо работают. И если бы мы знали, что так будет холодно, мне кажется, мы бы запаслись какими-то специальными вещами согревающими, либо какими-то грелками, не знаю. Ну, либо поехали бы в отель. В общем, такое. Сейчас собираемся на завтрак и поедем в парк. Это очень красивый парк Зайон, одна из достопримечательностей штата Юта. Мы уже в парке, мы только заехали, и уже красоты везде. По сторонам какие-то горы огромные, леса. Очень все красиво, погода чудесная, солнышко, небо голубое. Единственное, что сейчас где-то около нуля, я думаю, температура. Когда мы выезжали, было вообще -2. Но, в принципе, мы соскучились по такой погоде. Не могу сказать, что сильно соскучились, но вот на 2 дня мне нормально такая погодка для разнообразия. В принципе, мне нравится, что хотя бы уже не так холодно, когда идешь, поднимаешься на горку. Туннель в этой скале, в горе. Все из камня. Дорога, вот она прям над обрывом, высечена из камня. Нужно быть аккуратно, особенно с тем, какая я аккуратная, мне нужно быть вдвойне аккуратной. Выглядит страшненько. Такой разлом. Мы сейчас будем идти по таким доскам, и они такие неустойчивые, это ужас. Ребят, смотрите, вон тот мост, это откуда мы шли примерно. И вот это вот мы поверху, вот так вон по той дорожке, мы вот так дошли сюда. Еще мы не пришли. Смотровая площадка безумно красивая, вид чудесный. Кстати, только что я увидела первый снег. То есть температура, как я вам говорила, -2. И да, его немного, но тем не менее он уже есть. Микродом. Ну да. Ну, по
крайней мере, здесь тепло, в отличие от предыдущего места. Меня это все равно радует больше, нежели наш вагончик. Такой дом, как, я даже не знаю, как игрушечный, да? Ну да, он мини. Для тинейджеров дом. Ладно, давай вещи занесем. Угу. Ну что, пришло время ехать на новую локацию. Мы переночевали в этом домике. Сейчас 8 утра, и мы продолжаем наш путь. Третьи сутки мы будем уже в новом месте. Сегодня у нас по плану побывать в пустыне, очень красиво. Я давно хотела побывать в этом месте, постоянно видела фотографии и не знала, где же это место находится. Все, выдвигаемся в путь. Да, жалко, что мы не посидели на этом крыльце милом, но на улице слишком холодно было. Готово. Это был петух, как в деревне. Знаете, вчера так было забавно. Я думала, что мы сейчас заселимся, и потом я закажу какую-то еду с доставкой на дом, горячие напитки, но не тут-то было. Оказалось, что это же День Благодарения. Все американцы празднуют этот праздник, это семейный праздник. В маленьких городках все закрыто, то есть у них уже в этот день максимум магазины до обеда работают. И когда мы выехали с Женей поискать потом какие-то места, было все закрыто. Мы не нашли ничего. Вот это вот огромная скорость зарядки, это сейчас мы подсоединились в этом городке маленьком. Обычно 300-400 миль в час заряжают, тут вообще какая-то нереальная скорость, я думаю. Это новая станция, только поставили. Они каждую новую станцию, что делают быстрее. И еще тут мало машин, мы среди гор. Тут только одна машина сейчас заряжается. Прикольно, да? Можно визуально смотреть, сколько вот батарейка идет. Да, и ты можешь поставить, сколько ты хочешь зарядить ее. Можем сейчас пойти перекусить и вернемся, уже все будет готово. У меня такое ощущение, что мы за эти дни успели почувствовать и осень, и зиму. Вот у нас в LA вообще сплошное лето, а здесь я прям все сезоны прочувствовала, потому что наш первый день, он был такой более осенний, а сейчас как будто чем дальше мы едем, тем больше мы погружаемся в какую-то зиму. Здесь круче, ребят, чем я представляла. Вообще настолько удивительное место. Это, не знаю, какое-то чудо природы. Это вообще такое ощущение нереальности, словно я попала либо на другую планету, либо в какой-то фильме, как будто это просто что-то нереальное. Мне кажется, здесь должен побывать каждый человек. Посмотрите на эту поверхность. Это все соль. Она еще так красиво выблескивает на солнышке. Вы не представляете, насколько я довольна. Мы успели все снять. Мы сняли короткие тренировки для Уиспенс. На фоне вот этих прекраснейших видов мы успели подснять все кадры, которые нам нужны были. Прекраснейший день. Еще немножко и уже поедем домой отдыхать, кушать. Вообще магическое место. Куртку застегнуть, нет? Оказалось, что ресторан, в который мы идем, находится в месте... Короче, это казино. Кстати, обычно в казино разрешают людям курить, и поэтому здесь так воняет, что просто ужас. У меня аж в горле першит от этого запаха. Фу-фу-фу. А еще обратила внимание, здесь сидят в основном пожилые люди. Им, наверное, скучно, и они, не знаю, так развлекают себя. Это было прекрасно. Еда, горячий напиток. Кстати, здесь правило, что если тебе еще не принесли еду, то за столиком ты должен сидеть в маске. Только когда тебе принесли еду, вот только тогда ты имеешь право снять эту маску. И вот ходят, всем говорят. Кстати, оказалось, что мы сейчас в штате Невада. Вот, поэтому мы забрели случайно в казино. Приехали в какой-то городок, 11 часов вечера, никого нет, пустота на улице. Страшненько, с учетом того, что мы с Женей всю дорогу ехали, смотрели различные загадочные истории, там передачу про различные истории исчезновения людей. И сейчас, я не знаю, почему-то так жутко здесь. Сейчас покажу дом, который прям возле нас стоит. Он очень страшный какой-то. Короче, хотела я поснимать этот жуткий дом снаружи, пока Женя вещи с машины носил. И в этот момент, в то время как я снимаю, начали шарудеть сильно кусты. И оттуда выбегает просто что-то большое. И, судя по всему, это был олень. Потому что я увидела, что это животное, а собака, либо что-то другое, ну что-то большое. Я думаю, что, скорее всего, олень. Потому что их тут реально много. Стрёмно. Вот дом тут страшный. Приемка как... Женя, давай, пожалуйста, без вот этого всего.
Я тебе напоминаю, что-то расчленять хочу, сколько будет. Ты пересмотрел передачи. Так, Леночка собирается в школу. Доброе утро. Ну что, как тебе спалось? Не, нормально спалось, сейчас холодно. Тут еще церковь через дорогу. Наша машина не в положенном месте. Но мы уже ночью не могли искать нормальную парковку. Этим местом 100% владеют мормоны. Ну, не знаю, почему-то мне кажется. Ой, какой красивый у тебя кардиган. Ой, на самом деле, мы когда проснулись, Женя, такие, слава богу, утро, все, можем ехать отсюда. Сейчас направляемся в очень красивый парк. Это тоже один из заповедников с красивыми видами, каньонами и так далее. И уже сегодня вечером, вернее ночью, мы сегодня уже приедем в Лос-Анджелес. Пока, страшный дом. Мы сняли вот этот вот стрёмный домик по той причине, что он находится ближе всего к заповеднику. То есть нам ехать не нужно далеко от него. Это было целенаправленно продумано. Но я сделала вывод на будущее, что мы всегда будем все-таки оставаться в более комфортабельных условиях, потому что вот такие вот штуки все равно это не для меня. Особенно после того, когда ты целый день хайкаешь, что-то делаешь. Вчера был тем более такой сложный день, мы записывали тренировку и так далее, выматывающая дорога. Человеку, мне кажется, после этого всего нужно восстановиться где-то в комфортном месте, чтобы было тепло, чтобы можно было нормально выспаться и так далее. И вот все-таки в такие стрёмные места точно не способствуют отдыху. Ну, тем более домик сам по себе деревянный, и, естественно, все скрипело. Также там был обогреватель. Если его целью является шуметь, то он справился с этим на ура. А насчет других функций согревания, то я не почувствовала, чтобы у нас там воздух стал теплее. Ногами стать на пол, так это вообще, что просто на ледяной асфальт становишься. Какие они красивые. И они тут же заметили, что я подошла к ним, тут же встали. И они все смотрят на меня. Так, мы уже на месте. Сейчас будем хайкать. Хайкать будем долго. Где-то, наверное, час точно нам идти нужно будет. Природа очень красивая, и воздух свежий. Здесь сосновый лес. И мы идем к какой-то красивой смотровой площадке. Хорошая такая физическая активность. Мы много прошли. Плюс мы поднимались на холмики. Плюс еще дополнительный вес. Вон какой, поэтому такой воркаут сегодня.